Сегодня, разгребая почту, в одной рассылке встретил такое. Хотите узнать, почему женские тренинги плохо работают и реальный результат получают менее 10% участниц? Ну, вот такая заявочка, вопрос. Призадумался. И это действительно заставляет задуматься и провести какой-то статистический анализ. Сколько из существующих тренеров реально счастливы сами? Сколько являются реально реализованными женщинами? В любви, замужем, с детьми. Почему с детьми? Да потому что только после родов открывается истинная женская мудрость. Про это в отдельных видео мы еще с вами поговорим в будущем. А я видел таких женщин, тренеров женских практик, которые просто детей не имеют и не хотят иметь. Улыбаясь на публике, ненавидят страну, в которой живут. Клянут людей вокруг, считая всех окружающих недоумками, матерятся на родных и близких, включая родную мать, выносят мозг мужу, считая это проявлением своей эмоциональной свободы. Ну про какую любовь и осознанность можно тогда говорить? С другой стороны, недавно вот слушал Фрэнка Керна. Это топовый тренер, миллионер. Он называл цифру 70%. Именно столько людей ничего не делают. Тренинги проходят и все. Ленятся самостоятельно что-то делать, воплощать то, что получили на тренинге. То есть внутри они не хотят ничего менять. Вот и получается, с одной стороны тренера, изображающие из себя успешных женщин, любимых, счастливых, а внутри нереализованные, обиженные, доказывающие свою силу, заполучая внимание чужих мужчин. Однако настоящая реализованная женщина в этом совсем не нуждается. Наоборот, она умеет делать так, чтобы ее вообще не заметили. Однако в этом случае она не вызывает к себе вожделение, ибо это совсем не нужная ей энергия. Вам расскажут на тренингах, что мужчина приводит свою жену на корпоратив, ее замечает начальство, ее хотят, вожделеют и мужчину уважают. Ложь это полная. Вы спрашивали у мужчин, у действительно успешных мужчин, реализованных, это совсем по-другому. Однако рассказать вам может это только такой вот мужчина, у которого есть такая вот жена. Но никак не женщина без мужа или даже без постоянного мужчины, без детей. У нее совсем другое на уме. Как за счет других выехать на желаемый уровень. Как поиспользовать окружающих мужчин. И не важно, что они чужие. Ведь это можно оправдать, что мол учитесь и тоже будете такими же крутыми женщинами. Это паразитизм, воровство. Воровство чужого счастья, чужой силы, чужой любви, чужих денег. Вместо того, чтобы созидать, они просто воруют. Это паразиты, духовные паразиты. Им самим сперва необходимо пройти трансформацию из стервы, это фактически мертвое существо, несущее разрушение. Отсюда стервятник. В женщину, несущую жизнь. Но об этом тоже в отдельном видео. Про это поговорим. А с другой стороны, люди, которые приходят к ним на тренинги, для чего, зачем? Что они хотят получить? И хотят ли? И что они получат? Поэтому ничего странного нет в том, что в лучшем случае все останется на прошлом месте. А может и ухудшится. Правда, на какое-то время может создаваться иллюзия улучшения за счет внедрения программ, использования людей, пользования их силами и деньгами. Однако что будет через лет 10, 20, 30? Конечно, в любом правиле есть всегда исключения. Этих исключений обычно 10%. Неужели это те 10%, о которых я сегодня получил информацию с утренней почтой? Так что же делать, спросите вы? Искать. Однако искать мудро, взвешивая и слушая сердце, смотря на лица. Ибо у многих даже за короткий срок их тренерской деятельности проступают признаки хищнических программ, а тело разрушается этими программами. Искать тех мудрых,
реализованных, с семьей и опытом. У меня 5 детей. А у вас сколько? Помнить, что до 33 лет человек еще не созревший. По крайней мере, мои учителя учили не заниматься целительской практикой до этого возраста. Ни с кем, кроме родственников. До 28 лет это еще менее созревшие личности. И лишь пройдя путь трансформации с каждыми родами, пройдя с любимым, как говорится, и радость, и горе, с миллионером все хотят жить. Но, как говорится, чтобы быть женой генерала, надо помотаться по гарнизонам. Иначе непроработанную личность, не взрослевшую, будут только еще сильнее рвать на части деньги и возможности. Я знаю, что дает рождение каждого ребенка. У меня их 5. Знаю женщину, которая занимается подготовкой к осознанному рождению. У нее 4. Ее встречаешь и видишь спокойную, умиротворенную женщину. Мудрую. Ей есть что передавать. Есть еще у меня знакомая психолог. У нее 3 детей. Ей тоже есть чем поделиться. Каждый ребенок это трансформация и новый взлет. И новые силы. И вы смотрите на людей, которые эту трансформацию прошли, и чувствуете это. Сравните это с фотографиями, которыми украшают посты и рекламу про женские тренинги. В большинстве случаев на эти фото вы опять же увидите совсем другой образ женщины. Женщину-хищника, женщину-вамп, стерву. Ну вот и все. Дальше в следующих видео я опишу процесс трансформации во время беременности и родов. Это относится и к мужчинам. Поэтому сложно недозревшим красоткам понять зрелых мужчин. Понять сложно, а использовать хочется. А также остановимся подробнее на различиях между людьми-паразитами, хищниками, стервами. Поэтому последние десятилетия так популярны противопаразитарные программы, изгоняющие глистов. Подобное притягивает подобное. Нужно менять свое мышление. Да, кстати, дорогие настоящие женщины-тренера, к вам это не относится никаким боком, ибо я знаю таких женщин, тренеров, и счастлив, что я вас знаю, милые, приятные, нежные, радостные. Такие есть, и таких тоже много. Счастья вам, удачи и любви. Переходите по ссылке, скачивайте и живите в здоровье и наслаждении. По ссылке знакомьтесь с моей книгой «Введение в любомудрие. Теория и практика любви». И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение. Если что-то не приносит наслаждения, то значит надо узнать, что происходит не так, и это изменить. Ведь все в вашей жизни должно быть в наслаждении. Согласны? Ну, для того, чтобы быть в курсе тех материалов, которых нет в соцсетях, Ютубе, ибо многое, как вы понимаете, блокируется и удаляется, переходите по ссылке и присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, закрытому телеграм-каналу. И это еще один момент, конкретная возможность, как избежать лености. Ибо если вы получаете регулярно материалы, регулярно вы просто открываете телеграм-канал и включаете практику и делаете, тогда уже нету вашей лености. Все мы ленивые, все мы ленимся. И для этого, чтобы этого не было, нужно использовать наши технические возможности. Просто берете и включаете. И практика уже с вами происходит. И вы уже накапливаете новые силы. Для этого переходите по ссылке, подключайтесь к закрытому телеграм-каналу и увеличивайте количество радости, любви и наслаждения в ваших жизнях.